После ролика на канале «Во мне геймера» подписалось почти 400 человек. Они, наверное, ждали мясных видео, где людям топорами головы сносят. А вместо этого сначала было интервью, как мой друг съездил в Бразилию, а сегодня рефлексия о проблемах спорта. Но, парни, вы не отписывайтесь, мясо будет уже даже в следующем видео. А сегодня поговорим о штуке, которая есть в нашем спорте, и она не нравится участникам, не нравится зрителям. Я говорю о феномене команд, которые не дерутся друг с другом, потому что они одноклубники. Меня зовут Макс Юн, это канал АБСБ. Салют, друзья. Вы можете мне сказать: погоди, Макс, что значит клубы? За этим замечены только команды Берна. А я вам возражу: нет, Берн – это единственный клуб, который может себе это позволить из ныне действующих. Раньше это было повсеместно. Если какой-то клуб выставлял больше, чем одну команду, они не дрались друг с другом. Клуб всегда был выше, чем команда. О том, чтобы записать ролик на эту тему, я думал еще после Кубка Берна, который, казалось бы, должен был решить проблему. А на самом же деле предложил формат, адаптированный к текущей ситуации. Давайте попробуем сформулировать ситуацию, понять ее причины, ее влияние и что со всем этим делать. Итак, о чем именно я говорю? Представьте ситуацию, когда на турнир заявилось несколько команд от одного клуба, и они не горят желанием драться друг с другом. Причин может быть несколько. К примеру, они уже много спарринговали друг с другом на тренировках, и сражаться еще и на соревнованиях им неохота. Многие едут на турниры за красивыми боями, новыми соперниками и опытом, не за пьедесталом, потому что они до него еще откровенно не дотягивают. И вот для таких парней сражаться со своими еще и на турнире, это трата времени и сил. Мне стоило ехать за 3-9 земель, чтобы опять подраться с Васей, я мог это и дома сделать. Знакомая фраза? Думаю, да. Безусловно, можно выжать пользу из всего этого, но мы сейчас не об этом. Другой вариант. Как я уже сказал, часто команда, представляющая один клуб, ставит клуб выше, чем команду. У них мышление менее индивидуалистическое, больше социальное. Соответственно, и задача у них не командная, а клубная. Они приехали не за первым местом, а для того, чтобы завоевать весь пьедестал, и поэтому они до последнего будут избегать личных встреч. Если на этапе подгрупп в этом помогают сами организаторы, они часто в самом начале турнира стараются разнести одноклубников по разным подгруппам, то дальше начинаются танцы с бубнами, точнее с правилами, точнее с очками. Капитаны высчитывают, исходя из турнирной сетки, с какого места лучше выйти из подгруппы, а дальше с каким конкретно счетом лучше выиграть, чтобы до последнего не встречаться со своими одноклубниками. А если, не дай бог, они все-таки встретились, то зрители, к сожалению, не ждет интересный бой двух сильных команд. Будет так: либо одна другой уступит, исходя из какой-то клубной иерархии, либо в дело пойдет монетка. А если организаторы все-таки настоят на том, чтобы бой состоялся, то это будет вялый бой, без интриги, без превозмоганий, без порванных жил. Зритель будет разочарован. Почему это произойдет? Да потому что я уже много раз сказал, клуб для таких команд выше, чем сама команда. И если только одной суждено пройти дальше, то пусть она пройдет туда полной сил и без травм. Пожалуй, так выглядит ситуация, о которой я говорю. И она многим не нравится. Давайте разберемся, почему. Дело в том, что сейчас в России остался только один по-настоящему здоровый, большой клуб. Это Берн. И Берн может выставить порядка 10 команд для боев 5 на 5. А Боярд или Западная башня в лучшем случае выставит 2 команды. Причем одна из них будет очень сильная, а вторая откровенно слабее. В случае Берна 3 будет очень сильные и 7 просто сильных. В итоге зритель не получает настоящий бой, если в нем участвуют команды из одного клуба. Даже если это финал. А если в финал выходят команды из разных клубов, но одна из них по пути встретила своего одноклубника, то эта команда однозначно прошла более легкой сеткой. С одной стороны мы теряем интерес зрителей, а с другой – участников. А и то, и другое необходимо для развития спорта. В конце концов, в феврале 2021 года прошел Кубок Берна, турнир конференции, где неожиданно победили старые друзья из Питера. Серьезно? Думаешь, люди уже позабыть об этом успели? Я решил, что надо напомнить. Прикол в том, что этот турнир никак не исправлял ситуацию, а подстраивался под нее. Но тем не менее, турнир получился очень классный. Очень. Что же с этим делать? Давайте попробуем прикинуть варианты. К примеру, можно запретить командам не драться друг с другом. Что это даст? Да, скорее всего, ничего. Если бы это работало, так бы уже сделали. Но, как я уже говорил, нас в таком случае будет ждать либо монетка, либо формальный неинтересный бой без интриги. Второе. Запретите участие в турнире командам одного клуба. Наверное, так даже можно сделать. Сперва придется ввести термин «клуб» в регламент пятерок. Проблема в другом. Это поставит под удар общее количество участников в турнире. При этом количество турниров в сезоне вряд ли увеличится. А значит, бойцам и командам не будет хватать боевой практики, что тоже на пользу не пойдет. Третье. Проводить турниры конференции так, чтобы одноклубники не пересекались.
Наверное, это даже выглядит как рабочий вариант, но на самом деле это костыли, а точнее шаг назад. И четвертое. Ваш вариант. Не, я серьезно, напишите в комментариях ваши варианты. Наверное, стоит сказать, что на битве наций есть лимит на количество команд от страны, и они тоже не горят желанием драться друг с другом. Кстати, кроме поляков, они почему-то друг друга просто. Причины там те же самые, просто объединяющий фактор теперь не клуб, а страна. И что интересно, там это никого не смущает. Из этого делаю вывод, что на самом деле тот факт, что команды из одного клуба работают в связке, это не проблема. Проблема, что в российском чемпионате остался только один игрок, который может этим приемом воспользоваться. Я подчеркиваю, не есть, а остался. То есть все, о чем я говорил, не причина, а симптомы. А причина – это общий упадок боевых клубов. Стало быть, нужно наращивать силу клубов, культивировать большие бои, двенашки, тридцатки, повышать их популярность у бойцов. Возможно, выезжать больше на фестивали, есть из общего котла, спать в шатрах. Тимбилдинг, одним словом. Если это сделать, то команда 5 на 5 перестанет быть основной тактической единицей. Двенашка будет включать 2 пятерки, тридцатка, 4 пятерки. Я имею в виду вместе с запасными. И тогда будет сформировано более крупное сообщество. И интересы этого более крупного сообщества, клубы, если хотите, будут выше, чем интересы команды. И уколы вернем, да, Леш? Как, рабочий вариант? Конечно, нет. На самом деле этот вариант искусственно предлагает вернуться на шаг назад, туда, где трава зеленее и эскимо по 40 копеек. Он спорту ничего не даст. Более того, если это и решение, то временное. Проблема не дерущихся пятерок просто станет проблемой не дерущихся двенашек. Вот в чем дело. Когда я начал думать о заявленной теме, в какой-то момент я сменил вектор мысли с «как нам решить эту ситуацию?» на «а действительно ли это проблема?» Что если это естественный эволюционный процесс, и эпоха клубов просто ушла? Осталось там в фестивалях. И то, что мы сейчас наблюдаем, это пережитки прошлого. Уже выросло поколение, которому пофиг. Им не интересна реконструкция, исторические лагеря, фестивальный формат и вот это вот все. И винить их мы за это не можем. Мы сделали все, чтобы это произошло. Мы хотели спорт и получили спортсменов. Давайте подумаем, какие именно команды замечены в таком поведении. Очень старые. Те, для кого ИСБ как спорт – это лишь часть их пути. Бойцы которых помнят огромные фестивали, костровую еду из общего котла, ночь в открытом поле в шатрах. Они помнят, как Клим Жуков обходил лагерь с лазурным дозором, а не читал лекции на ютубе. Они помнят жесткие бескомпромиссные бои, когда ты практически ненавидел человека на той стороне поля. Они помнят бои в тесном коридоре Выборгского замка или бои 300 на 300 на Изборске. Они дрались в Дмитрове на Дмитровском штурме в 2008 году, откуда кареты скорой помощи уезжали одна за одной, а позже стала популярна футболка с принтом «Я пережил Дмитровский штурм». Это просто другой менталитет. Эти люди придумали 5 на 5 как забаву, которая позволяет держать себя в форме между сезонами, как спорт, который готовит тебя к настоящей войне. Кстати, друзья, вам интересен исторический период? Мы просто с Пашей думаем, не снять ли нам реально большой материал на эту тему. Напишите в комментариях. Вот почему я считаю, что возрождать клубы в том виде, в котором это было, попросту не нужно и даже вредно для спорта. Нужно сепарировать историческую реконструкцию с ее фестивалями от ИСБ как спорта. Нужно развивать регион, открывать школы ИСБ, создавать и улучшать обучающие программы, регистрировать спорт, проводить семинары топовых спортсменов. Если вы хотите клуб исторической реконструкции, то делайте все как раньше, все окей. Но если вы хотите развивать спорт ИСБ, то не нужно уже тыкаться как слепой в темной комнате. Обратитесь к тем, кто прошел этот путь, тем, кто поделится с вами наработками и опытом. Здесь будут коваться ресурсы для сборной, но только сборная будет объединяющим фактором. Клубов в будущем, я думаю, не будет. Будут команды. Я думаю, вопрос времени, когда старые топовые клубы идут на покой. А точнее те их бойцы, которые обладают еще тем старым менталитетом. И тогда окончательно завершится эволюционный переход от эпохи реконструкции клубов к эпохе спорта. А что тогда будет с клубом Берн? Ведь он единственный остался. Да все с ним будет хорошо. Берн — это не только драки. Все, пока.